Привет всем любителям поя, с вами Натя Гейм. Хочу рассказать про своего детка с тотемами и цепью молний. В прошлой лиге я делала минером, с арком же. Как говорится, наконец. До этого я честно, долго и упорно делала милишника, наверное, на протяжении 4-5 последних лиг. Делала я демахера с рассечением и кровотечением. Но с каждой лигой он все больше и больше дох, так как милишников резали, опять же, все больше и больше. В общем, как в том анекдоте про ежиков и кактус. Ну, никак я не верила, что милишников больше нет. Но в конце концов мне надоело, что он дохнет постоянно. Поэтому в прошлой лиге я бегала минером, которому уже все давным-давно побегали и прочувствовали, а я только для себя открыла этот арк. В общем, мне минером понравилось. Молния била почти через весь экран, мобы до тебя почти не добегали. Единственное, жутко доставало постоянно долбить клавишу подрыва мин, особенно на боссах. И я вообще не представляю, как можно при постоянном спаме клавиши подрыва еще умудряться нажимать какие-то флаконы. Пробовала ставить с колдующим тотемом, не понравилось. Так как минера я решила делать в самом конце лиги, одевать я его уже не стала. Поэтому дамаг у него был отличный, а вот выживаемости немного не хватало. В общем, в этой лиге я решила стартовать тоже арком, только тотемщиком, чтобы поставил и побежал. Так как в тотемщиках я совершенно не разбиралась, то взяла за основу дерева какого-то парня с форума, хвастающегося, чем он будет стартовать, и там сама уж качала как могла. Кстати, взяла я сразу тотем священного огня и кару, и до арка чувствовала себя обалденно. Качаться на сюжетке тотемами с цепью молнии одно удовольствие. Не нужно нигде останавливаться особо, кинул тотем и бежишь. Скорость зачистки, прокачка отличная. А вот качаться уже на картах, да на больших, совсем другое дело. Если в прошлой лиге жезлы и скипетры с критом для чар за 100% валились постоянно, я себе еще до карт подобрала 2 штуки с критом и уроном от чар, и уроном от молнии, то в этой лиге с ними уже проблемс. Так же, впрочем, как и со щитами. Чарку на шапку с дополнительной цепью молнии с нормальной жизнью я купила почти в самом начале лиги за 45 хаусов. А вот дополнительный тотем на щите вырулила гораздо позже. Урон и главная область у арка значительно уменьшилась, и билд уже перестал быть таким классным и дешевым. Конечно, можно было прикупить самоцвет глаз хранителя, еще кучу камней, и жезл мультикрафтом сделать суперский, но мне как-то стало скучно дальше его качать, тем более, что почти то же самое у меня было в прошлой лиге. Кстати, одевала я его в покров духа и вообще не поняла прикола, потому что приходилось постоянно жамкать флаконы на снятие проклятий. А особой прибавки к дамагу как-то не заметила. Ну, что сказать, дедок дело свое сделал, по-любому. За первые 2 недели лиги в их 6, наверное, выбил для прокачки следующих персов. Карты до 14 прошел, шахту тоже вполне себе нормально чистил и в темноте за стенками шарился. С факелами, конечно, но не очень уж и быстро дох. Но для ингейма его уже нужно было одевать подороже. В общем, кому интересно, ссылку на пой-билдер кину в описании. Не претендую на оригинальность, все вполне себе стандартно. Дедок у меня, кстати, переквалифицировался, и позже покажу, что я из него сделала. Кстати, заметила, что чем дольше играешь одним персом в день, тем меньше падает карта хорошего лута. Может, и не права, но вот как-то у меня так получается. Может, у кого такие же заметки есть? Напишите. Всем спасибо за просмотр. Теперь до новых видео. Пока!